Сегодня мы рассмотрим инструменты, такие как полилиния, сплайн и мультилиния. Полилиния – это интересный инструмент, который позволяет строить из различных сегментов, различных по длине и толщине, единый объект линию. То есть это будет у нас, например, состоять из линии кусочка, из дуги, потом опять из линии, но будет это все один объект. Нажимаю я на эту кнопочку на вкладочке рисования, вот нажал ее, и появляется вот здесь у меня в командной строке P-линия, это команда начальная точка. Я указываю начальную точку. Теперь дальше, смотрите, я с этой линии, то есть у меня будет сейчас рисоваться линия первоначально. Я могу выбрать, например, дуга, будет рисоваться дуга. Дальше я могу задать длину, отменить вообще, это отменить последний участочек, или изменить ширину. Изменяю ширину, и начальная у меня ширина, видите, начальная, поставлю там 2 мм, Enter. Конечная длина поставлю 30 мм, Enter. И теперь рисую линию. И смотрите, какая она у меня нарисовалась, да? Теперь следующая, пожалуйста, такая, следующая такая, такая. Я уже не меняю ничего. А теперь я дальше, вот уже эту команду не трогаю, команда продолжает действовать. Хочу дальше нарисовать дугу. Выбираю дугу. И дуга у меня, видите, толщины будет такой. Но я для дуги могу указать, что угол, центр, радиус, а также это все понятно. А также могу указать полуширину. И смотрите, начальная полуширина 15. Это такая, как она здесь есть. Подтверждаю. А конечная напишу 50. Enter. Подтверждаю. И теперь смотрите, что происходит, да? Вот эта дуга рисуется, да, только эта дуга рисуется так, как я указал. Конечная ее, получается, толщина вот здесь составляет 50 миллиметров. Я думаю, вы понимаете, что с помощью вот этого инструмента можно назвать самую замысловатую фигуру и самой такой разнообразной формы, и мало формы самой такой переменной длины. Ну, например, чтобы нарисовать стрелку, то целесообразно пользоваться вот как раз инструментом полилиния. Они так, как делают, рисуют с помощью отрезка, треугольничек, стрелочку, потом его закрашивают, то есть делают кучу разных операций. Хотя это можно сделать буквально одним движением. А потом вот эту стрелочку можно сохранить в качестве блока и постоянно им пользоваться. Вот такой инструмент. Следующий вид инструмента называется так. Сплайн. Ну, сплайн, если так отдать ему определение, это гладкая кривая, которая строится на основе некоторого множества точек. И при этом она по умолчанию проходит через все указанные точки. Ну, интересно происхождение вот этого термина spline. Этот термин происходит от английского слова spline. По-английски так называется гибкая полоска стали, при помощи которой чертежники проводили через заданные точки плавные кривые. Для того, чтобы построить такие, ну, то, что мы для чего сейчас вручную, когда чертим, используем лекало. А это было гораздо точнее и лучше. Для построения сплайна у нас есть два инструмента. Первый сплайн по определяющим точкам, и второе сплайн по управляющим вершинам. В чем тут разница? Давайте посмотрим. Я выбираю сплайн по управляющим точкам. И вот смотрите, в командной строке здесь еще появляются указания. Можно указать способ, узлы и объект. Ну, я указываю, например, здесь точку, здесь указываю. Видите, как она строится по всем этим точкам. Как бы я там ни указал, так и следует за мной.
Ну и вот я дошел до момента, могу выбрать касание в конце, допуск. Допуск — это означает, насколько может максимально отклоняться линия от точки, отменить или замкнуть. Я выберу, например, здесь замкнуть, и вот посмотрите, эта линия замкнулась. Вот я ее, когда выберу эту линию, то вот она, у нее есть определяющие точки. Вот за эти точки я могу эту линию модифицировать. Ну, то есть, видите, растянуть могу, сделать так, как мне необходимо. И при этом я тяну за эту точку, и вы видите, что и вот эта часть линии тоже двигается для того, чтобы кривая эта оставалась такая, как необходимо. Ну а в чем же разница между этим и другим вариантом, вот этим, управляющим вершинам? Вот тоже, смотрите, если я выбрал эту команду, то тут же те же появляются возможности, или вот эти же возможности здесь открываются по списочку. Ну, я задам вот точки, и вы видите, появляются вершины, к которым привязана данная кривая. В предыдущем способе у нас было по-другому. Замкнуть. И вот она замкнулась. Когда я выделяю, то здесь мы управляем кривой с помощью вот этих вершин. Да, с помощью вершин. Что лучше или хуже? Ну, это не лучше и не хуже. Это просто зависит от того, что мы бы хотели построить или какую мы кривую строим. Поэтому для каждого случая может быть какой-то другой вариант. Вот для построения отличный инструмент, который прекрасно позволяет строить кривые, проходящие либо через вершины заданные, либо через заданные управляющие точки. Следующий инструмент называется мультилиния. Как вы видите, вот здесь на вкладочке рисования его нет, и здесь его тоже нет. Этот инструмент реже употребляется, поэтому вызвать его можно вот из командной строки. Команда такая: mLinia. mLinia. Нажимаю здесь, и вот она появилась, команда. Что из себя представляет эта линия, которую мы будем вести? Вот я ее веду. Она действует точно так же, как, например, прямая. Но строится она, видите, из двух линий, а между ними заполнение красное. Давайте я другую построю линию. mLinia. Так, выберу. И вот смотрите, почему она красное заполнение? Ну, потому что я такой стиль создал. Стиль. И я выберу, например, ну, тут вот он один у меня есть, да, стиль. Один. И будет линия та же, да. Если меня это не устраивает, то я могу этот стиль создать сам себе. Другой. Как его создать? Надо вызвать команду ml стиль. Вызвал эту команду, и открылась табличка. Табличка для создания стилей. Вот видите, у меня текущий стиль стоит мультилиния 1. А есть еще стиль стандарт. Вот стиль стандарт. У этого стиля, ну, можем создать свой стиль. Давайте назовем его стиль 2. Продолжить. И мы здесь можем. Смотрите, что в стиле задать. Будет строиться из отрезков. Так, цвет линий, тип линий. Ну, давайте вот цвет линий,
что мы можем тут добавить его, допустим, вот здесь. Или удалить можем цвет линий. Можем смещение минус 0,500. Ну, я поставлю, например, 900. Цвет по слою, цвет синий сделаю, да. Тип линии сделаю там пунктирная. Ну, то есть я просто хочу продемонстрировать. Можно построить заливку, да, то есть если я укажу здесь заливку, вот у меня в стиле 11 заливка здесь стоит красная. Здесь я не буду ставить заливку, нажимаю ОК, и вот этот стиль 2 ОК. И теперь опять давайте построим мультилинию. Выбираю команду. Так, стиль. Стиль у меня стоит вот тут, имя стиля надо поставить. Имя стиля у меня будет 2. Вот 2. Так, видите, поменялось, стиль 2. Могу поставить масштаб мультилинии 20. Ну, давайте тут поменяем, там напишем 40. Так, масштаб 40, стиль 2, текущие настройки. Ну и теперь эту линию начертим. Вот как она у меня получается. Видите, вот эта линия получилась. Вот. Видите, вот одну линию я сделал синенькую, а вторую оставил черненькую. Да. То есть я могу здесь сделать какие угодно варианты, которые нам необходимы. Ну, например, скажем, удобно, скажем, стены построить, если мы чертим архитектурный чертеж с помощью такой линии. Хотя там удобно и с помощью, например, смещения это сделать. Ну, можно и так, да. Ну, или другие какие-то потребности бывают в чертеже, тоже можно этим воспользоваться. Вот, в принципе, все, о чем мы сегодня с вами должны были поговорить.